Всем героям большой привет, с вами на связи Импреза. Сегодня поговорим про героя Сокка. Он у нас с вами открывается в событии Аватар. Это событие у нас уже проходит во второй раз, поэтому есть возможность про него рассказать. Огромное спасибо всем тем, кто тогда еще в первом событии помог его открыть. Я это все помню, все это не забуду. Всем еще раз огромное спасибо. Итак, давайте смотреть, для чего он нужен и почему он важен, почему он является одним из лучших в этом событии. Я обо всем этом обязательно расскажу и подсвечу эти моменты. Здесь у нас с вами что? Защита плюс 20, скорость передвижения плюс 20 и уклон у нас с вами идет на физический урон. Ну, как бы все в целом такое стандартное, то есть ничего необычного нет. По глобальным усилениям у нас все герои получают 100 очков здоровья, что как бы ни много ни мало, да, то есть лишним не будет в любом случае. Также у нас идет хорошее глобальное усиление. Множитель добавляется на дополнительный урон по элитным врагам и боссам. То есть это нам поможет и в битве с боссом, и в арене нам будет. На арене, точнее, нам будет с вами намного легче проходить этот режим, потому что там элитки достаточно живучие, нужно их уметь с ними бороться, и поэтому это глобальное усиление нам будет только на руку. Я не смотрю на глобальное усиление, которое распространяется на фракцию, потому что эта фракция у нас, видите, как она отдельная, особая. И вот она, параллельная вселенная. То есть у нас тут и охотники, и аватары. На это глобальное усиление я особо не смотрю, но в любом случае усиление будет, то есть у вас шанс критического урона прибавится, и если вы играете, например, Эгона очень сильно нахваливают, то у Эгона, соответственно, плюс 5% будет также применяться, все это будет ему полезно в плюс, поэтому, ну, нужно, да, в любом случае, нужно будет стараться подтягивать до 90 уровня как минимум. И снова на 120 уровне мы получаем множитель по элитным врагам и боссам. То есть этот урон у нас будет складываться, соответственно, нам еще легче будет в той же самой арене, в битве с боссом будем побольше урона выдавать и так далее. Теперь, что у нас здесь по скиллам? Здесь смысла нет абсолютно никакого его раскачивать, потому что этот герой, он по факту является типичным представителем донорства глобальных усилений, то есть у него нету каких-то там определенных режимов, в которых он будет вот прям незаменимым, и все это объясняется легко и просто, то есть достать его тяжело, то есть он не попадается у нас в простых событиях, он у нас раздается только вот в определенные дни, когда идут вот эти события когда идет вот это событие по аватару, и, соответственно, все. То есть других вариантов его как-либо получить нет. Потому что когда вот у нас в левой менюшке в игре, когда какие-то события выпускаются, и там мы можем с вами, допустим, через донат покупать героев, например, да, там вот этих вот героев из параллельной вселенной, охотников, аватаров, их там не будет. Поэтому, если есть возможность его забрать, его нужно забрать. Это очень важно. Почему это важно? Ответ будет у нас в кузнице. Я думаю, многие из вас знают. В кузнице у нас глобальное усиление 1-1 к урону, и это очень и очень хорошо. Так, что у нас по скиллам? Рикошет. Бумеранг у нас с вами будет отскакивать от врагов до 2 раз, затем возвращается обратно. Ну, ничего такого, то есть ничего, как бы вот, ну, просто вот отскакивает, возвращается и все. Больше тут ничего интересного нет. Так, ну, возможно, конечно, если это прокачать, то зацеп будет больше, но я понимаю, что вот этого героя я вряд ли в супер быстром темпе каким-то там образом, я обычных-то долго прокачиваю, так еще этот из параллельной вселенной, его и во фракциях тоже его не качнешь. Там некоторые ребята в героическом снаряжении вообще долго бегают, там осколки эти собирают. Там, если не ошибаюсь, по-моему, шапка.
Ну-ка, давайте-ка глянем. Да, плюс 2,5% к шансу получения осколка героя при завершении забега. То есть они вот бегают, 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 бегают и стараются вот эти осколки, все это получать. И, соответственно, на все это уходит очень много времени и забегов. Поэтому я понимаю, что, скорее всего, мне будет тяжеловато все это дело сделать. Итак, вернемся к скиллам. Сокка атакует врагов своей дубиной. С каждым ударом нанося 480% урона. Ну, что-то не думал, что меня это так развеселит. Ну, здесь тоже все ориентировано на урон. Здесь как бы на массовость, здесь на урон. Но раскачивать я это все не буду, потому что, ну, как бы я понимаю, что долго и не смогу я эти вот звездочки даже достать, и не буду нигде за него играть. И вот ульта. Все, кого мы положили оружием, заполняют шкалу. При полном заполнении сока осматривает поле боя. Там, по-моему, он карту достает, выявляя слабые места врагов и усиливает свою боевую мощь. Повышает шанс критического удара на 50%. Повышает урон на 10%. Увеличивает уязвимость пораженных врагов на 1 секунду. И длительность всего вот этого безобразия у нас идет 8 секунд. И, соответственно, если ульту мы с вами будем прокачивать, то там будет 10, 20, 30, 50 и 70% соответственно по уровню. Не хочу в это вникать, вам тоже в это вникать особо не рекомендую, потому что нужно с пониманием относиться к тому, что этот герой у нас просто донор, еще раз повторюсь, больше нам от него ничего не нужно. Он не играбельный, не комфортный. По крайней мере, это мое мнение. Вы можете соглашаться или нет, решать только вам. Возможно, вам он очень понравится и будет удобно где-то его использовать. Но имейте в виду, что прокачивать его будет очень и очень тяжело. Также это будет очень и очень затратно. Все будет зависеть от ваших возможностей. Периодически события на жетоны выпадают. То есть есть возможность все это открыть и получить, но будьте готовы приготовить кошелечки. Что у нас в кузнице? В кузнице самое главное, ну здесь, да, что вот у нас, плюс 15% к области эффектов, либо 2,5% перезарядка, тут все банально, то есть перезарядка в большинстве режимов кап. Предел этот уже давно достигнут у меня, по крайней мере, на моем аккаунте. Поэтому я бы выбрал плюс 15% к области. Да и по большому счету здесь не важно, что выбирать. Нам самое главное открыть именно вот это. Вот это глобальное усиление, забрать урон 1.1. Нам это будет огромным плюсом. А я напомню, что постоянно в большинстве видео, в большинстве там обзоров и так далее, руководства, я часто говорю, что в игре всего таких героя 3, которые дают у нас глобальное усиление 1.1. Я знаю и думаю, что вы знаете, что Сокка, он у нас дает глобальное вот это усиление, но я не беру его в расчет, потому что под вопросом вообще повторится это событие или не повторится, будет ли возможность его снова открыть или не будет этой возможности. Может быть, вот просто вот кто успел, тот открыл, все. Соответственно, как бы у других ребят, может быть, и не будет такой возможности, но я все-таки рассчитываю на добрую волю наших с вами разработчиков, что рано или поздно все-таки событие повторится, мы сможем с вами забрать то, что нам нужно. И, соответственно, здесь либо шанс в 3% на удвоение количества снарядов, либо урон по врагам, которые истекают, сами знаете чем. Нельзя это говорить, к сожалению, потому что, ну, в общем, нельзя, я думаю, вы понимаете почему. Ну, и вот здесь я бы поставил именно правую сторону. Не видел я в скиллах в описании нигде, чтобы вот этот статус-эффект у нас с вами работал. Активно за Соку я не играл и не люблю его включать в каком-то из режимов. Не включаю вообще нигде, то есть у него нету никаких там защитных там статус-эффектов и так далее. Но сейчас мы с вами будем
внимательно наблюдать. Я думаю, 2 минут вот этих нам в подземелье хватит, чтобы его разглядеть. И мы с вами посмотрим, будет этот статус-эффект у нас с вами работать или нет. Может быть, он где-то здесь будет, кстати, выше. Каждые 3 удара космическим мечом по одному и тому же врагу гарантирован критический удар с 4-кратным уроном. Ну, ни слова про этот статус-эффект. И здесь тоже увеличивает критический урон космического меча на 50%. С 4-кратным уроном. Но, наверное, лучше правую сторону поставить, потому что она как будто бы более эффективна и более нацелена на урон. Выкованный из метеорита меч превращается в искусных руках Сокки в быстрое и мощное оружие, способное наносить врагам невероятно точные удары. Ну, снова нету у нас ни слова про то, чтобы где-то этот статус-эффект у нас с вами засветился. Вот, ну и соответственно, самое важное, вот эта вот строчечка у нас, глобальное усиление 1-1 урон, нужно это получать, нужно это открывать, любыми силами стараться. Вот у меня тут 500 вот этих несчастных жетонов есть, соответственно, мне осталось, сколько, 1000, 1500, 2 500, и 500 есть, еще 500 нужно, но трешка нужна. Где ее брать? Я не знаю. Я, конечно, понимаю, где брать, но каким образом это все доставать, где и стоит ли, я думаю, что рано или поздно этот вопрос решится. Это вопрос времени. Так, ну и самое главное, то есть что мы поняли? Сокка нужен. Нужно довести его до 3 звезд, чтобы у нас с вами была возможность открыть 3 уровень кузницы. Нужно его в кузнице прокачать до получения глобального усиления, и все. Больше нам от него ничего не нужно. Ну и давайте посмотрим, что он у нас может. Зайдем в подземелье и просто посмотрим, вообще понаблюдаем, будет ли работать тот самый статус-эффект, о котором я говорил. Итак, точнее, о котором я не говорил. Бумеранг, бумеранг, выпадает бумеранг. Это очень хорошо. Так, возьмем вот это. Ну и перезарядку давайте возьмем. Так, сразу видимость. Оп. Чтобы нам все было видно. Магнит нам тут от него толку нет. Но глобальное усиление нам... Ой, глобальное усиление. Ну, поднимать вот эти усиления нам нужно. Так, возьмем область. Не будем клык призрака брать, чтобы нас с толку это все не сбило. Давайте возьмем перезарядку. Вот он, вот сразу вам хочу сказать, что он как будто бы ничего не делает. Может быть, конечно, в силу того, что он вообще не прокачан, то есть он нулячный, у него нету ни скиллов, ни кузницы. Но посмотрим, выстоит он или нет. Мне, честно говоря, интересно, но что-то мне подсказывает, что он не способен. Так, не буду брать рассвет, потому что сейчас у нас тут не самая красивая, приятная картинка будет с включенной видимостью или выключенной. Все время путаю. Ну, давайте возьмем опыт. Побыстрее будем все собирать. Сейчас мы с вами постараемся запустить ульту. И не хватает, мне не хватает. Чего мне не хватает? Мне не хватает... статус эффектов мне не хватает. Давайте, чтобы у нас урончик побольше был. Но видите, уже чувствуется прям тяжеловато. Вот даже вот если сравнивать с предыдущим обзором по ледяному магу, его я считаю слабым, а этот еще слабее. То есть, ну вот прям никакой он. Вот он прям очень тяжело идет. Я не знаю, вот, ну, скиллы, если, наверное, прокачать, то, возможно, будет полегче. Там у него как-то все на количество все ориентировано, особенно первый скилл, то есть там вот этот вот рикошет будет работать, он большую часть мобов будет цеплять. Сейчас он цепляет очень мало. Ну и соответственно пока что все это идет достаточно тяжело. Давайте пробовать переходить вот к такому направлению, чтобы хоть как-то нам подольше продержаться и посмотреть на бумеранг. То есть нам нужно понять вообще, как это все
выглядит и работает. И вот сейчас что могу сказать, что я не наблюдаю, чтобы у кого-то работал тот самый статус эффект, о котором мы с вами говорили, точнее, о котором мы не говорили, но о котором вы, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Вот, и, ну, соответственно, надо, скорее всего, брать. Надо брать клык призрака, и опять же, если вы за него играете, за Сокку, и если у вас есть оружие, которое способно активировать вот этот статус-эффект для повышения урона. Тяжело идет, на самом деле, очень тяжело идет, неприятно, неудобно. И глыбы эти, кстати говоря, долго очень разбивают. То есть не хватает ему вот этого вот. Да даже не знаю, честно говоря, что ему нужно, но очевидно, что он у нас просто вот нужен для получения глобальных усилений, и все. То есть больше мы с вами от него ничего толком полезного-то и не возьмем. Вот нас тут элитка атакует прям активно и не дает нам добраться. Давайте сейчас посмотрим, зацепим мы вот эту вот ледяную глыбу. Ага, все, получилось. Сейчас у нас тут уйдут. И чуть-чуть полегче должно будет стать. Вот ульта, кстати, тоже вот совсем не ощущается. Ну, летает этот бумеранг. Ну, выцеливает он там кого-то слабого. Он 5 секунд осталось. Все, то есть, видите, да? Остается 1 секунда, все, мы не прошли, время вышло. То есть, мы с вами даже... Ладно, мы выжили, но мы не успели даже завершить. То есть, нам нужно было 1200, но там не хватило, нам получается 56 мобов. Ну, делайте выводы. Давайте статистику посмотрим. Зайка тут бедный отдувается за него. Ну, хотя урон примерно у них одинаковый, там 50 на 50. Но все равно Зайка его перебил. В общем, слабенький. Не хочется на него книжки тратить, чтобы его прям потенциал раскрывать. Не знаю, будет ли обзор на Эво, нужен ли он. Есть, конечно, возможность это сделать. Если нужно, пишите. Ну, посмотрим, там будет ли какая-то разница, будет ли вообще в этом какой-то интерес и толк. Но я думаю, что и так все понятно. Заходите в нашу закрытую группу, ссылки внизу в комментариях под видео, поэтому кому нужно, заходите. Все, вот такой вот обзорчик получился. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока-пока.